Всем привет, вы на канале Спутниковое ТВ. Для тех, кто не подписался, подписываемся. А у меня в руках ресивер от торговой марки SAT Integral S1412HD Rocket. Эта модель у нас пришла на смену модели S1223 с тем же названием Rocket. Сейчас посмотрим, чем она стала лучше и какие функции она поддерживает. Вот так вот он выглядит в коробочке. Вот такой вот дизайн дешевенький. Сейчас будем распаковывать и смотреть. Но вначале расскажу пару слов о том, что здесь внутри. У нас в этой модели уже процессор новый GX 6621. Он у нас поддерживает кодек H265, о чем указывает вот эта вот надпись. Это вот самая основная особенность этого ресивера. Ну, сейчас откроем, посмотрим. Здесь у нас получается 16 мегабайт флеш и 256 RAM. Корпус имеет размеры 220 на 40 на 145 миллиметров. Есть у нас разъем для подключения интернета LAN-порт. Поддерживает он у нас адаптеры i53, 70 и 7601. Сейчас распакуем, посмотрим, что там у нас внутри. Так, пульт у нас такой же, как и был. Во всяком случае, внешне. Я думаю, что он ничем не отличается от того, что был в модели 1223. У нас есть HDMI в комплекте. У нас, естественно, батареечки в пульт. Ага, у нас есть выносной блок питания, то есть питание у нас уже будет выносное. Вот так вот китайцы решили это все дело осуществить, поняв, что у нас самым слабым местом является блок питания. Ну, это удобно, с одной стороны можно будет его заменить очень быстро, не нарушая пломб и даже не имея никаких навыков. Так, здесь у нас уже больше ничего нету. Посмотрим, что у нас из себя представляет этот ресивер. Вот такая инструкция, как в моделях 1218, 1228. Малоинформативная и уже сделано более дешево. В 1223 это было все сделано в такой глянцевой обложечке и с более детальным описанием. Ну, здесь написано, но уже поменьше, чем. То есть немножко сэкономили на этом. Внешне у нас то же самое, что 1223. Кнопки переключения канала, если у вас сломается пульт. Кнопка включения-выключения. Здесь у нас дисплей, на котором будут часики, номер канала. Под крышечку у нас вынесли уже картоприемник, USB-порт. То есть теперь уже картоприемники USB у нас здесь, так как в 1223 это все было сзади у нас. Вот такой вот он. Внешний корпус таких же размеров, точно такой же. Единственное изменение вот это вот задняя панелька. Здесь мы видим питание 12 вольт, стандартный разъем LAN-порт, коаксиал, тюльпанчики. На Rocket, кстати, не было тюльпанчиков, были только SCART был. Это тоже было очень неудобно. DV-out HDMI, USB 2.0. COM-порт уже у нас стал усеченный, то есть нам нужен переходничок теперь будет под 3,5 мм. Питание на голову и петлевой выход. Вот такие разъемы у нас здесь есть. Ну, естественно, что у нас удобным теперь будет то, что нету картоприемника у нас в этой части. Был в предыдущей модели картоприемник. Немножко удобнее, когда его сюда вынесли. Наверное, будет плюсом выносной блок питания. Посмотрим, что у нас тут. 12 вольт, 1 ампер. Это стандартный блок питания, такой же у 1218 и у 1258. В общем-то, что еще хотелось бы сказать. Он у нас поддерживает флешки в формате FAT, FAT32, NTFS. То есть, естественно, что уже, по-моему, там
все форматы, которые возможно, он уже читает с флешки, имеется в виду видео. Здесь нам обещают хорошую поддержку по ПО, кучу функций какие-то, которые добавят уже в будущем в следующих прошивках. На данный момент, насколько мне известно, на сегодняшний день прошивки всего 2. И то вторая вышла вот буквально то ли вчера, то ли позавчера. Я буду прошивать его сегодня, посмотрю, что там у нас есть. Обещают нам здесь 15 месяцев, как и было в старом ресивере встроенного сервиса. Я это все дело прошью сегодня, просмотрю функции и сниму еще видео по обзору, как он работает, как меню. Меню должно отличаться и графически, и функционально от своего предшественника. Я прошью его, посмотрим, сниму видео и выложу, наверное, уже завтра. Всем спасибо, подписываемся, ставим лайки, если понравилось. Пока.